Задумывались ли вы о том, что главная причина, почему вы не достигаете своих целей, кроется в том, что вы не уверены в себе? О том, как уверенность в себе влияет на нашу жизнь, расскажу в этом видео, а также расскажу, как прокачать уверенность в себе и зачем вам это нужно. Меня зовут Ника Новгородцева, я сертифицированный коуч, и в этом ролике я хочу поговорить с вами о том, как прокачать уверенность в себе. И, конечно же, расскажу вам, зачем вам это нужно. Для начала, как обычно, предлагаю остановиться на самом понятии уверенности в себе. Уверенность в себе – это внутреннее убеждение человека в своих силах, навыках и возможностях. Это не только вера в свои способности, но также и умение принимать свои слабые стороны. Воспринимать ошибки как часть процесса обучения и, несмотря на все трудности, все равно двигаться вперед. Уверенность в себе достигает нам достигать наших целей, умение выстраивать взаимоотношения с людьми и вообще помогает в совершенно разных аспектах нашей жизни. Давайте сделаем такой небольшой чек-лист уверенного в себе человека, и вы напишите мне в комментариях, сколько плюсиков вы собрали. Итак, первый пункт – это самоценность и самопринятие. Уверенный в себе человек ценит себя таким, какой он есть. Принимает себя со своими недостатками и со своими достоинствами. Он понимает, что никто не идеален, мы все-таки не $100 и не можем нравиться абсолютно всем. Спокойно относится к своим недостаткам и знает, что они у него есть, и какой ресурс он из этого может получить. Важно запомнить, что уверенность в себе происходит изнутри, а не извне, как многим может казаться. Следующий пункт – это позитивное мышление и оптимизм. Уверенные люди часто имеют позитивный настрой. Это не значит, что они закрывают глаза на какие-то трудности и препятствия, но именно их позитивное отношение к делу позволяет им находить разные пути решения сложившихся ситуаций. И они концентрируют свое внимание именно на возможностях, как можно решить проблему, а не на самих трудностях. Такой подход позволяет сохранять мотивацию и избегать негативных установок, которые мешают непосредственно на пути к достижению цели. Следующий пункт – это спокойное восприятие критики. Человек, который уверен в себе, не боится критики. Скорее, он будет воспринимать ее как возможность для роста. Он умеет различать конструктивную критику от необоснованных замечаний и не принимает все близко к сердцу. Уверенный человек слушает и анализирует, но не позволяет критике подорвать его самооценку. Открытость к новому опыту. Уверенные люди часто готовы выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое. Они не боятся изменений и вызовов и воспринимают это как возможность для саморазвития. Такое отношение позволяет им приобретать новый опыт и достигать новых целей, что в свою очередь способствует дальнейшему развитию этой уверенности в себе. Следующий пункт – это четкое понимание своих целей и ценностей. Уверенные в себе люди знают, чего они хотят, и уверенно идут к своим целям. Часто у них есть подробный план, как они придут к этой цели, и это именно то, что подпитывает их уверенность в себе. При этом они руководствуются своими внутренними ценностями, а не мнением окружающих. Умение справляться со страхами. Это не значит, что человек, который уверен в себе, ничего не боится, но он не позволяет страху управлять собой. И это очень важно. Это качество помогает не терять самообладание и двигаться вперед, несмотря на препятствия. Следующий пункт – это уверенные жесты и язык тела. Часто мы можем заметить, что человек уверен в себе не только вербальным способом, но и невербальным, исходя из того, как он двигается, как он разговаривает. Уверена, вы знаете много примеров, когда человек, например, заходит в какое-то помещение, и вы сразу же понимаете, даже еще ни слова ему не сказав, что, скорее всего, он очень уверен. Следующий пункт – это сильные социальные навыки и эмпатия. Такие люди часто обладают хорошими коммуникативными навыками и могут проявить эмпатию, когда это необходимо. Таким людям не нужно постоянно доказывать свою значимость, и они умеют выслушать и порадоваться чужим успехам. Следующий пункт – это ответственность за свои решения и поступки. Уверенные люди берут ответственность за свои действия. Вы меня знаете уже, наверное, как адепта вот этой ответственности, которая, вот дай мне волю, я бы привила ее абсолютно всем, если бы это было возможно. Такие люди умеют признавать свои ошибки, и им не стрёмно, знаете, извиниться перед человеком, если они не правы. Именно такая позиция позволяет им укрепить взаимоотношения с другими людьми, тем самым они дают себе понять, что будут какие-то ситуации, где они смогут выйти и исправить какую-нибудь ситуацию. Так бывает не всегда, но тем не менее, когда ты знаешь, что что-либо можно будет изменить, поправить, как минимум во взаимоотношения с другими людьми, это придает уверенность в себе. Ну и последний пункт – это стремление к саморазвитию и
и обучению. Человек с уверенностью в себе всегда открыт к новому обучению. Он точно знает, что есть вещи, которых он может не знать, и ему за это не стыдно, потому что нельзя знать абсолютно все. Это позволяет найти какие-то ответвления, где человек еще не обладает достаточными знаниями, скажем так, и всегда имеет возможность их подтянуть. Именно эти 10 пунктов я отнесла к характеристике уверенного в себе человека. Отметьте, сколько из этих пунктов у вас, и поделитесь ими в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Важно понимать, что уверенность в себе — это не постоянное состояние. Это скорее внутренняя установка, которая развивается и поддерживается, что позволяет справляться с трудностями, достигать своих целей и чувствовать себя гармонично. Кстати, если вы хотите прокачать свою уверенность в себе с помощью коучинга, заполняйте форму, которую найдете внизу в описании, и я приглашу вас на бесплатную 30-минутную консультацию со мной. А теперь давайте продолжим. Я думаю, из определения уверенного в себе человека вы уже поняли, что в принципе прокачивать уверенность имеет смысл, и это, наверное, каким-то образом улучшит вашу жизнь. А сейчас я хочу вам рассказать, зачем именно тебе прокачивать уверенность в себе. Итак, первая причина, по которой нужно прокачивать уверенность в себе. Уверенность помогает достигать целей. Люди, которые уверены в своих силах, чаще ставят перед собой цели и, соответственно, их достигают. Уверенность в себе позволяет взять инициативу на себя и также не бояться ошибок, что является ключевым, если вы хотите чего-то достичь. Это особенно важно, когда нужно проявить настойчивость и выдержку. Уверенные люди чаще достигают целей, потому что они не скованы оковами страха. А ведь именно страх провала может останавливать нас на нашем пути. Причина 2. Уверенность способствует раскрытию потенциала. У каждого человека есть потенциал и талант, но они могут оставаться нереализованными. Человек, который прокачивает уверенность в себе, чаще берется за какие-то новые задачи, чувствует себя свободнее и пробует свои силы в разных сферах. Это позволяет человеку раскрывать себя с разных сторон и понять, на что он способен. Следующая причина – это уверенность в себе привлекает возможности. Когда человек уверен в себе, это заметно окружающим. Люди чувствуют себя комфортно с уверенным человеком, они ему больше доверяют, и поэтому, если складывается какая-то ситуация, где они выбирают между уверенным человеком в себе и неуверенным, они, скорее всего, обратятся за помощью к тому, кто уверен в себе, потому что этот человек будет как локомотив вести их туда, куда им нужно. Таким образом, если ты уверен в себе, тебя будет окружать много людей, потому что, во-первых, ты привлекаешь внимание, а во-вторых, скорее всего, эти люди захотят тебя подтянуть в разные проекты, где ты можешь себя проявить, где ты можешь им быть полезным. А как мы разобрались раньше, человек, который уверен в себе, он не чурается разных возможностей, и поэтому он будет за эти возможности цепляться. И, скорее всего, эти возможности позволят ему раскрыть какие-то, знаете, такие грани своей личности, о которых он, может быть, даже не подозревал. Следующая причина – это повышение уверенности улучшает отношения с другими людьми. Уверенность в себе делает людей более легкими и открытыми. Уверенные люди не боятся высказать своего мнения и умеют слушать других. Такие люди могут слышать других, потому что у них нет концентрации на том, что «Ой, а я сейчас вдруг сказал что-то не так», они, знаете, не обмозговывают, а так вдруг меня кто-то неправильно поймет или еще что-то. Важно запомнить один факт. Вы никогда не будете нравиться всем. Это просто невозможно. Всегда найдется человек, которому вы будете неприятны, может быть. И вот если вы уверены в себе, вас даже не будет волновать, почему этот человек не хочет с вами общаться или какую-то ерунду про вас говорит. Вас это вообще не заботит. Вы знаете, что вы хороший человек, если это действительно так. И это все, что вам нужно. Другие люди к вам тянутся. Это такая внешняя подпитка. А те люди, которые почему-то не захотели с вами продолжать общение или начинать общение, это уже их личные заебы, сори, но это так, так что не стоит в них вообще лезть и вникать. Меня вот вообще реально не волнует то, что обо мне подумают. Как меня часто булили в школе за то, что я снимаю видосы, и где я сейчас? Я все еще снимаю видосы. Спустя больше, чем 10 лет я все еще тут, ребята. Следующая причина – уверенность уменьшает влияние стресса и страха. Мы все, уверенные, неуверенные в себе, мы все боимся неудач, боимся, что у нас что-то не получится, и боимся, что нас осудят. Однако, люди, которые уверены в себе, они не зацикливаются на этом. Да, это сложно, да, они чего-то боятся, они это прорабатывают, посмотрели, подумали, может быть, куда-то сходили, где им помогли, еще что-то, и пошли дальше. А те люди, которые не уверены в себе, они просто их обездвиживает этот страх, и они ничего не будут делать.
Это главное отличие, я считаю. Поэтому уверенность в себе нужно прокачать хотя бы для того, чтобы страх вас просто не сковывал в какой-то определенной ситуации. Мне тоже очень бывает страшно, и это нормально. А теперь мы перейдем к самому интересному, как развить уверенность в себе. Поймите и примите свои сильные и слабые стороны. Это будем называть такая саморефлексия. Сделайте 2 колонки и напишите свои сильные и слабые стороны. Не бывает такого, что вы полностью позитивны и у вас нет никаких слабых сторон, нет никаких минусов. Нас, таких людей, просто не существует. Как только вы примете и осознаете свои слабые стороны, поймете, что на самом деле это ваши точки роста и развития, это будет ваш ключ, который откроет вам вот этот портал в уверенность в себе. Ставьте перед собой небольшие и достижимые цели. Но вы помните, что для того, чтобы у вас была вера в себя и уверенность в себя, нужно достигать маленькие цели, которые будут показывать вам, что вот, вы молодец. Поэтому ставьте перед собой маленькие достижимые цели, которые вы точно сможете выполнить. Выполнение таких задач приносит вот эту эйфорию и чувство успеха. И это именно то, что нам нужно. Работайте со своим внутренним критиком. Поверьте, будет много людей в вашей жизни, которые скажут вам, что вы что-то делаете не так, что вы вообще просто ужасный, отвратительный человек, ничего в жизни не добьетесь и так далее. Зачем же делать так, чтобы этим человеком были вы? Я считаю, что это совсем не нужно. Станьте своей главной поддержкой, опорой и мотиватором. Постоянно говорите себе, что вы молодец. И давайте себе вот эти вот, знаете, поинты, по которым вы молодец. Одна моя родственница сделала такую практику, будем называть это так, в 10 часов вечера она садится со всей семьей, и они обсуждают, почему каждый из них сегодня молодец. Можете сделать точно так же. Вот прямо сейчас напишите в комментариях, почему вы молодец, что вы сегодня сделали такое, почему вы молодец, не знаю, выкинули мусор, сходили на учебу, сходили на работу, вот что-то, почему вы молодец. Давайте попрактикуемся прямо сейчас. Используйте технику визуализации. Наверное, после моего прошлого видео вы подумали, что я вообще против всех вот этих новобонных штук по типу медитации, аффирмации, визуализации и так далее, но исследования показывают, что визуализация очень сильно помогает при достижении наших целей, на пути по достижению к нашим целям. Почему бы не попробовать? Почему бы не направить это на уверенность в себе? Представьте себя уверенным в себе человеком. Как вы выглядите, что вы делаете, как вы общаетесь, как вы ходите, как вы сидите, господи, все что угодно, и просто визуализируйте. А потом потихонечку пробуйте это внедрить в свою рутину. Регулярно выходите из зоны комфорта. Эти шаги могут быть, знаете, такими постепенными, не обязательно просто скакать с обрыва в карьер, можно просто сделать какие-то маленькие поступательные движения по тому, как вы можете менять свою зону комфорта. Сам факт того, что вы способны хотя бы чуть-чуть выйти из зоны своего комфорта, будет придавать вам уверенность в себе. Практикуйте позитивные аффирмации. Как я сказала ранее, будет столько людей, которым будет что сказать о вас хорошего за вашей спиной. Практикуйте позитивные убеждения о себе для себя. Я молодец, у меня все получится. Если вы кринжуете с каких-то аффирмаций в интернете, нафиг их. Придумайте что-то свое, с чего вы не будете кринжевать. Я молодец, у меня все всегда получается. Всегда получалось, в этот раз тоже получится. Отличная аффирмация, по-моему. Но если у вас есть какие-то другие варианты, напишите их тоже в комментариях, мне будет интересно почитать. Не сравнивайте себя с другими. Сравнивание себя с другими часто подрывает уверенность в себе. Старайтесь сосредоточиться на своем собственном уникальном пути и прогрессе. Помните, что каждый человек развивается в своем темпе, и у каждого из нас свой уникальный, ни на кого не похожий путь. Перестаньте бояться ошибок. Уверенные в себе люди воспринимают ошибки как возможность для дальнейшего обучения. Старайтесь не винить себя за ошибки, воспринимайте это как уроки. Мы все ошибаемся, это нормально. А вот учатся на своих ошибках далеко не все. Станьте тем процентом людей, которые учатся на своих ошибках, и это точно прокачает вашу уверенность в себе. И закончить хочется на базе, что называется. Заботьтесь о физическом и ментальном здоровье. Спорт, правильное питание и здоровый сон – это база для уверенности. Когда тело и разум в порядке, вы чувствуете себя лучше и увереннее в себе. Помните, развитие уверенности в себе требует постоянной работы над собой и терпения. Но каждый из этих шагов постепенно укрепит вашу веру в себя и в свои силы. Уверенность — это не врожденное качество, а навык, который доступен каждому. Вот и все, мое видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, то ставьте мне пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Также хочу вам напомнить,
что я приглашаю вас на свою бесплатную 30-минутную консультацию. Чтобы на нее записаться, кликай по ссылке, которую найдешь в описании, и я с тобой свяжусь. На этом все. С вами была я, Ника Новгородцева. Пока-пока.